Доброго времени суток всем обитателям кубического ЧЗО, на связи Тотоя Тата. Как вы знаете, Эксбо довольно часто радует нас различными ивентами, и в каждом сезоне изо всех сил стараются выкатить что-нибудь интересненькое. Некоторые ивенты прямо-таки западают игрокам в душу, много положительного фидбэка можно было услышать во время марафона мертвецов или, например, атаки периметра. А что если взять лучшие из двух этих непохожих друг на друга событий и объединить в единое целое? Получится марафон периметра или атака мертвецов? Наверное, погода за окном подсказала нашим нарративщикам лучшее название – Морозный десант. Чтобы ощутить себя в шкуре морозного десантника, зайди в главное меню, тыкни по хабу событий, выбери вкладку с ивентом «Морозный десант» и приступай к заданию. Что примечательно, начать игру ты можешь как в составе группы из 3 человек, играя со своими друзьями или рандомно подобранными системой сокомандниками, так и в соло, выбрав путь лихого и самодостаточного разведчика. При выборе режима разведчика против тебя будут играть такие же соло-игроки, как и ты. Морозный десант — это PvP-VE режим. Это значит, что опасность в нем представляют не только враждебно настроенные игроки, но также и густонаселенная фауна Борали в виде бесконечно прущих со всех сторон орд шепота. Ладно, правда ради, прут они не со всех сторон. Мы все еще не придумали какого-нибудь моба или NPC, вылезающего из-под земли и пытающегося тебя сожрать. Тем не менее, сверху, уверяю вас, прилететь точно может. Что ни говори, а самой главной задачей на Борали всегда было одно – выжить. Выжить можно только при успешной эвакуации. Для того, чтобы она стала доступна, необходимо выполнить ряд непростых задач. Ну или подождать самого конца игры, и тогда за вами прилетят последние спасательные вертолеты. Битва за них обычно ведется жесточайшая, поэтому советую не втыкать лишний раз. В зале кто-то крикнул: повторите. Но скрипач играть уже не мог. В зачистке Борали от врагов вам помогут ящики с лутом, бережно расставленные по всей карте, снаряжение, выпадающее из ящиков с наградой при зачистке событий, и, конечно же, рация, вызывающая поддержку с воздуха. Чтобы обрушить на недругов огненный дождь, здесь, как и в атаке периметра, необходимо вводить комбинации путем последовательного нажатия левой и правой кнопки мыши. При зачистке событий, уничтожении врагов и выполнении задач вам будут начисляться очки, которые можно потратить на крутую снарягу в Таргамате. Она позволит вам быть наиболее эффективным в рамках этой игры и не надеяться на рандомные предметы из контейнеров. Или же купить купон на ящик десантника, с которым можно эвакуироваться и обменять его, собственно, на тот самый ящик десантника. Из него могут выпасть разнообразные расходники, новые тематические брелочки, новые мотивы для оружия, такие как Playboy для SA-58 STS, Спасатель для берета ARX-160, Турист для ПКП печенек, Мирняк для FAMAS G2 и сабмод версии и счастливый билет для Панкор Джекхаммер. Новые облики для брони, контуженный для Зевказ 2А, Миротворец для комбинезона Сатурн и Улыбака для бронекостюма Центурион. Новые мастерские обвесы для оружия, такие как угловая рукоятка РК-1, оптический прицел Стейнер, компенсатор 2A Armament X3 и ЛЦУ Тругло Ace. Ну и самая редкая и крутая награда в этом кейсе — новый облик на Альбатрос Штурмовик Кореш. Также после успешной защиты события с пси-установкой вы получаете зашифрованный блок с данными, который при эвакуации с ним можно обменять у торговца на тематические мотивы, обвесы, брелоки, краски и ящик десантника. Помимо всего этого, при завершении миссии вы получаете игровые рубли, респекты, это валюта, необходимая для открытия специальных кейсов сезонного события, а также трофеи шепота, необходимые для прокачки навыков. Они помогут повысить вашу выживаемость в таком непростом месте, как Бораль. Вкладка снаряжения влияет на стартовое снаряжение и набор расходников при высадке на остров. Адаптация усиливает регенеративные функции организма и повышает общую устойчивость к повреждениям. Крюк-кошка сокращает перезарядку навыка, скорость и дальность использования. Известность влияет на количество награды по окончанию миссии. Также трофеи шепота можно конвертировать в очки респекта, если хоть одна отрасль улучшена до максимального уровня. Для особо успешных участников боральских сражений предусмотрены испытания и достижения. Режим будет доступен до 18 февраля. Ставь лайк, если тебе нравится идея со скрещиванием ивентов и ты бы очень хотел увидеть события с названием «В заперти изнанки». Во внутриигровом магазине появился набор от подписчиков. В нем находится 10 тысяч очков сезонного пропуска, 5 ящиков с промерзшим хабаром, 3 дня премиума и 5000 респектов. Отдельно
Отдел баланса сегодня порадует нас очередными балансными правками. МГ-3 немного уменьшили урон и слегка увеличили отдачу. 6П-62 Малыш, урон уменьшен на 2 единицы. АМБ-17 увеличили минимальный урон на 1 единицу. ЛР-300 также увеличили минимальный урон на 0,8. Всем болтовкам увеличили время убирания. Винтовкам Alpine ТПГ-1, МЦ-558 и выхлопу снизили урон по конечностям. Патрону 12,7 на 55 Изимод увеличили останавливающее действие. Также правки были внесены в экономическую составляющую сигнальных данжей. В награде за данжи сигналов розового, красного и желтого тира добавлены ключи для сейфов. Они выпадают с более высоким шансом, чем в открытом мире. В награду розовых данжей добавлены части оружия со сниженным шансом. Повышены шансы на выпадение частей оружия в красных данжах. Шемпу, привет. Значительно повышены шансы на выпадение частей оружия в желтых данжах. В режим операции также вносятся коррективы. Последний выбранный допуск теперь сохраняется в интерфейсе запуска операций. Обновлены визуальные эффекты умений крысолова и области сопровождения аномалии разряд. Добавлено отображение активации ключевых умений противников. Добавлена анимация сбития умений противников. Исправлена проблема, при которой вид патронов, бронебойный сэп и другие менялся при смерти персонажа. Добавлена возможность пользоваться почтой в предбаннике операций. Исправлена ошибка, при которой противники, супрессор и поступ шепота могли активировать свои способности за пределами арены. Настройка пропустить анимацию в GUI модуле теперь также пропускает анимацию замены исследованных характеристик. Исправлена ошибка, при которой крысолов использовал способность газовая стена только на 2 игроков из 3. Среди прочих изменений добавили отрисовку оружия и контейнеров на персонажа как в профиле игрока, так и в главном меню. Добавлено контекстное действие «Извлечь все» для предметов экипировки, которое по умолчанию привязано к кнопке V. При использовании позволяет быстро извлекать все обвесы и патроны с оружия, пластины с брони, артефакты из контейнеров и ключи из ключницы. Исправлен недочет, при котором экспансивные патроны нельзя было зарядить в Steyr AUG A3. Ну а на сегодня все. Мало кто знает, как-то в армии я служил, было дело, и в военном билете у меня осталась строчка с названием моей должности. Вопросов, как я буду играть в этот ивент, остаться не должно.